Всем привет! На связи Киев-Тую. Мы находимся на Европейской площади. Именно отсюда в начале 19 века началась застройка нынешней главной улицы Киева – Крещатик. Какое здание на Крещатике было в свое время одним из самых высоких в мире? Как просто прогуливаясь по этой улице можно было стать моделью? Сколько криминальные авторитеты 90-х зарабатывали на Крещатике и куда делся живший на Майдане полтергейст? Об этом и многом другом мы с вами сегодня и поговорим. Устраивайтесь поудобнее. Конная площадь. Именно так это место называлось в XIX веке. Здесь устраивали ярмарки, на которых можно было приобрести себе отличную лошадь. Такие мероприятия проводили обычно за городом, чтобы не мешать киевлянам. В то время вся эта территория, включая и сам Крещатый Яр, оставалась необжитой и фактически частью Киева не была. Название улицы Крещатик происходит от Крещатой долины. Крещатой ее назвали потому, что в ней перекрещивалось несколько яров. И нет, вопреки распространенной легенде, к крещению Руси название этой местности никакого отношения не имеет. Кстати, название Крещатик в Киеве носит не только улица. По Крещатой долине также протекал одноименный ручей Крещатик. Он начинался из нескольких источников неподалеку от Европейской площади. Далее протекал по всему современному Крещатику и на Бессарабской площади впадал в речку Плов. Вся эта местность была практически незаселенной. Тут и там попадались отдельно стоящие маленькие деревянные домики, а окружал их густой лес, простирающийся вдоль живописной долины. Все изменилось в 1803 году, когда вот здесь, на месте нынешнего Украинского дома, был построен первый городской театр. По вечерам в него тянулась публика, и площадь стала постепенно оживать. В честь расположенного здесь здания ее сразу нарекли театральной. Первый театр представлял собой двухэтажное деревянное здание прямоугольной формы. Зал театра вмещал 470 зрителей и обладал хорошей акустикой. Цены на билеты варьировались от 60 копеек до 25 рублей, при средней зарплате рабочего того времени в 40 рублей. Также были популярны абонементы. Например, за 100 рублей можно было купить абонемент в партер на 100 спектаклей, а вот абонемент в верхнюю ложу обошелся бы уже в 500 рублей. Вариантов досуга у киевлян того времени было немного, и в театры ходили все. На площади стали появляться небольшие деревянные магазинчики, где можно было купить пиво и квас. Небогатые киевляне предпочитали сначала выпить на улице и лишь потом отправляться на спектакль, ведь те же самые напитки в буфете самого театра обошлись бы куда дороже. Однако, несмотря на оживленность в праздничные выходные дни, остальная часть этой территории продолжала пустовать. Массовая застройка здесь началась только в 1811 году, после самой разрушительной катастрофы Киева того времени. Утром 9 июля 1811 года на Подоле в тупике узкой улицы рядом с Житним рынком начался пожар. Из-за узости подольских улочек пожарные не смогли своевременно локализовать пламя, и оно быстро охватило весь район. Сухая, жаркая погода способствовала горению деревянной застройки, а в то время в Киеве деревянным было даже уличное покрытие. В целом за 3 дня с 9 по 11 июля пожар уничтожил свыше 2000 домов. После этого весь Подол фактически отстроили с нуля, по-новому распланировав его улицы. В 1840-х годах в центре площади установили фонтан. Крещатая долина тоже стала постепенно застраиваться. Сначала домами застроили правую сторону, а потом и левую. Окончательные очертания улица приобрела в планах Киева с 1837 года. Ее продлили до Бессарабской площади и дали название Крещатицкой. Современное название Крещатик за улицей закрепилось только с 1869 года. А вот протекающую здесь одноименную реку Крещатик навсегда спрятали от глаз киевлян, заключив ее в подземный коллектор, который, к слову, и сейчас существует под улицей. Из первой очереди застройки Крещатика до наших дней дожил дом купеческого собрания. Он был построен на Театральной площади в 1863 году. Здесь проводили балы-маскарады, литературные и музыкальные вечера. А сегодня здесь расположена Национальная филармония Украины. С тех пор Крещатик активно застраивался. В 1876 году здесь построено здание городской думы, а в 1892 проложена первая в Российской империи линия электрического трамвая, которая связывала Крещатик с Подолом. Всего несколько минут пешком по Крещатику, и нас встречает еще одна площадь. Раньше на ее месте располагалось болото, в котором, по поверьям жителей Киевской Руси, водились черти. По странному стечению обстоятельств, именно эта площадь сейчас является главной площадью Украины. Территория нынешнего Майдана Независимости за свою историю повидала многое. Древние киевляне называли эту местность Козьим болотом. Она находилась неподалеку от охотничьих угодий, и здесь часто по неосторожности гибли люди.
Возможно, именно тогда местные жители прозвали это место нехорошим. Поговаривали, что в болоте живут черти, которые затягивают к себе людей. Изначально эта местность была в стороне от границ Киева. Однако во время правления князя Ярослава Мудрого, примерно в 1020-х годах, городские укрепления были существенно расширены, и поперек будущей площади пролегли валы и стены города Ярослава. Здесь же был расположен один из въездов в город – Ляцкие ворота. Внешне они были похожи на Золотые ворота, и, скорее всего, строились с ними по одному проекту. Ляцкие ворота были разрушены в 1240 году, во время осады Киева монголо-татарами во главе с ханом Батыем. Именно здесь монгольская орда прорвала оборону киевлян. Это было первым, но не последним трагическим событием в истории будущей площади. Мы стоим под козырьком здания главпочтамта. Это именно то здание, которое сейчас в 2021 году Укрпочта пытается продать. Предполагается здесь обустроить гостиницу или казино. Дорогие зрители из будущего, напишите в комментариях под видео, как в ваше время используют это здание. В среду, 2 августа 1989 года было облачно. На Крещатике, несмотря на разгар рабочего дня, было много гуляющих. В основном гостей из других городов Украины и СССР. Около 4 часов дня начался дождь, и люди побежали прятаться под ближайшими навесами. Немало было и тех, кто укрылся между колоннами главпочтамта, чтобы переждать здесь непогоду. А в 16 часов 20 минут колонны рухнули. Главной причиной катастрофы назвали ошибки при проведении ремонтных работ в здании. Рабочие проводили демонтаж облицовочной плитки колонн, что привело к их повреждению и дальнейшему обрушению. Второй вероятной причиной трагедии назвали подземные работы под площадью Независимости в ходе строительства метрополитена. Но в итоге за катастрофу, унесшую жизни 11 человек, наказание так никто и не понес. Причем тогда многие поговаривали, что это проделки потусторонних сил, ведь и раньше на месте главпочтамта происходили необъяснимые мистические явления. А если конкретнее, именно здесь был зарегистрирован официально первый случай наблюдения полтергейста в Киеве. В начале 1900-х годов на месте нынешнего здания главпочтамта располагался Гранд-отель. Одну из комнат в отеле снимала некая Ольга Дьякова, дедушка и муж которой были городскими главами Киева в разные периоды времени. Вечером 16 ноября 1910 года она вызвала к себе жандармов и заявила, что у нее в номере самостоятельно летают по воздуху стулья и тарелки. Прибывшие на место жандармы были удивлены и раздражены подобным заявлением. Однако просто так откреститься от жены городского главы они не могли. Именно поэтому они поднялись, чтобы все проверить и успокоить женщину. Как только они зашли в комнату, дубовый шкаф весом под 30 килограмм поднялся в воздух и чуть не пришиб одного из жандармов. Ножи и вилки летали по комнатам сами по себе, а ящики письменного стола выдвигались и задвигались обратно без посторонней помощи. Жандармы срочно покинули помещение. Ольга Дьякова наотрез отказалась даже пытаться забрать оттуда свои личные вещи, и комната была опечатана. Она оставалась закрытой вплоть до обрушения здания в 1912 году. Никто больше в нее не заходил. Можно было бы списать этот случай на городские легенды и байки, если бы не одно «но». Жандармами был составлен официальный протокол с подробным описанием случившегося. И это далеко не все страницы мистической и кровавой истории Майдана Независимости. В 40-х годах посреди площади вешали пленных. А в здании современного Октябрьского дворца НКВД расстреливало врагов советской власти. Возможно, древние киевляне были правы, и это место действительно нехорошее. Кстати, давайте поговорим и про здание Октябрьского дворца. В конце концов, это самая старая постройка на нынешнем Майдане. Дом построен на месте бывшего имения генерала-майора Бегичева, считавшегося мистиком и масоном. Первый кирпич-фундамент здания был заложен в 1838 году, а всего на строительство ушло 4 года. Здесь был расположен Киевский институт благородных девиц, куда принимали девочек дворянского происхождения в возрасте 10-13 лет. Здесь обучали дочерей чиновников не ниже 8 класса, а также дочерей почетных граждан, купцов первой гильдии, иностранцев и священников. Девушкам преподавали закон Божий, русский и французский языки, а также арифметику и рисование, рукоделие и танцы, историю и географию. Много времени уделялось обучению девушек практическим навыкам ведения домашнего хозяйства. Понятное дело, что единственным способом трудоустройства для таких выпускниц могло стать только удачное замужество. По сути, здесь готовили хороших жен, которые могли бы вести домашнее хозяйство и сопровождать мужа на различных приемах. Они должны были знать правила этикета и уметь поддержать светскую беседу. С одной стороны, девушкам никто не запрещал строить собственную карьеру. С другой, хорошая супруга в понимании того времени была скорее хозяйкой, чем карьеристкой. Обучение стоило около 1000 рублей в год. Много это или мало?
Ну, например, простой рабочий на заводе получал около 40 рублей в месяц. А поступившая сюда девушка, помимо платы за обучение на полгода вперед, должна была принести с собой так называемое приданое. 12 пар чулок, 12 рубашек и белых платков, 4 салфетки, 6 простыней и полотенец, 2 серебряные ложки, серебряный нож и вилку. После Октябрьской революции 1917 года здание было национализировано, а Институт благородных девиц упразднен. В 1934 году здание полностью передали НКВД. В его подвалах производились расстрелы осужденных тройками НКВД. По некоторым оценкам, здесь было расстреляно около 20 тысяч человек, в основном противников советской власти. Когда-то на Майдане располагалось еще одно значимое для истории Киева здание. Первый в Киеве небоскреб располагался на месте нынешней гостиницы «Украина». Небоскреб Гинзбурга имел 12 этажей и достигал 55 метров в высоту. На то время он считался самым высоким сооружением Киева. Его построили в 1912 году и использовали как доходный дом, то есть для сдачи квартир в аренду. Жилые дома такой высоты в начале 20 века существовали лишь в США, Германии и Канаде. Аренда квартиры здесь стоила от 1300 до 1700 рублей в год. Но что случилось с домом Гинзбурга потом? Почему он, в отличие от зданий Института благородных девиц, не дожил до наших дней? Потому что пришла война. За несколько дней до оккупации Киева осенью 1941 года, когда стало ясно, что немцы таки захватят город, советскими войсками были заминированы большинство жилых зданий на Крещатике. Предполагалось, что в комфортабельных домах в центре города немцы разместят в первую очередь военных высокого ранга, и подрыв зданий на Крещатике был четко спланированным покушением на них. Операцию производили в режиме строжайшей секретности. Сотрудники НКВД заносили взрывчатку в подвалы дома Гинзбурга в деревянных ящиках под прикрытием перемещения архивов. Подрыв производился с использованием новейших на то время дистанционных взрывных устройств. 24 сентября 1941 года, на пятый день оккупации Киева, около 11 часов вечера на Крещатике прогремела серия мощных взрывов. Дом Гинзбурга и еще несколько зданий были разрушены. Во времена СССР в разрушении Крещатика было принято обвинять немецких оккупантов. И только в период хрущевской оттепели советские власти проговорились о причастности к этой акции советского подполья. Всего во взрыве с 24 по 27 сентября было разрушено 16 зданий, и примерно столько же получили серьезные повреждения. Оставив позади Майдан Независимости, мы продолжаем нашу прогулку по Крещатике. И здесь хочется вспомнить о другой, темной стороне главной улицы Киева, о ее криминальном прошлом. По мере того, как на Крещатике стали появляться дорогие магазины, кинотеатры и отели для иностранцев, здесь также в изобилии развелись воры и карманники. Часто как бывало. К достопочтенному гражданину в дорогом пальто обращался слепой нищий и просил помочь ему перейти улицу. А спустя время этот самый достопочтенный гражданин, сунув руку в карман пальто, не досчитывался милого сердцу портмоне. Городовые, которые должны были поддерживать порядок на улице, знали всех, кто здесь промышляет, но не трогали. Почему? Очень просто. 5 рублей в день, и вас никто не трогает. Можно спокойно работать. В 90-х годах здесь стали работать люди посерьезнее. Тогда Крещатик контролировал криминальный авторитет Череп и его бригадиры. В то время в стране зарождалась свободная торговля. И на Крещатике, центральной улице города, торговцы на каждом углу предлагали недоступные ранее заграничные товары. За один день такой торговли можно было заработать столько, сколько инженер или учитель зарабатывал за месяц. А Череп со своими людьми облагал всех продавцов данью. Шуточное ли дело, за одни выходные его бригадиры собирали с торговцев до $100 000. Однако богатая жизнь была недолгой. Зимой 2001 года Череп был убит возле своей машины 3 выстрелами из пистолета ТТ. Виновных так и не нашли, да вроде бы не очень-то искали. Чем сегодня можно заняться на Крещатике? Здесь проходят фестивали и концерты, выступают музыканты и фокусники. А прогуливаясь по улице, можно даже дать интервью какому-нибудь местному телеканалу, которые часто проводят на Крещатике опросы населения. Крещатик – это еще и популярное место для первых свиданий и новых знакомств. Однако к знакомствам здесь стоит подходить с осторожностью. Некоторые девушки могут просить с вас денег за недолгое знакомство с ними. Также аккуратно стоит относиться к местным аниматорам, переодетым в необычные костюмы, и людям, которые предлагают вам сфотографироваться с животными. Помните, за такие фотографии с вас могут потребовать денег, и даже больше, чем вы могли бы предположить. Ранее прогуливаясь по Крещатику, можно было даже стать моделью. Неподалеку располагался небезызвестный дом моделей Крещатик, коллекции которого были популярны в Канаде, Мексике и даже Франции. Представители этого дома частенько прогуливались по улице в поисках привлекательных девушек. 50 лет назад профессия модели, или, как тогда говорили, манекенщицы, была не такой популярной, как сейчас.
Найти модель было непростой задачей. Вы хотите поехать в Мексику, в Данию, в Швейцарию, спрашивали у красивых девушек на Крещатике. Будущих манекенщиц приходилось уговаривать работать в индустрии моды. Причина была в том, что платили за показы мало, а времени и сил на подготовку уходило очень много. Крещатик иногда называют самой короткой улицей Киева, но это не так. Даже улица Станиславского намного короче, всего 100 метров в длину. Крещатик же протянулся на 1200 метров. Ширина центральной дороги составляет 75 метров. И да, эта улица самая широкая в Киеве. В конце 19 века Крещатик заселили ювелирные и обувные лавки, магазины одежды, домашних товаров, мебели, конфет и музыкальных инструментов. Цены на аренду здесь были выше, чем в других районах города. Магазины имели большие стеклянные витрины, сквозь которые можно было свободно увидеть товар. Уже тогда говорили, что на Крещатике много рекламы, а каждый дом должен приносить деньги. В дореволюционные времена на месте нынешнего ЦУМа был доходный дом. Здесь сдавали квартиры в аренду. После революции дом национализировали, и совсем скоро он сгорел. А на пустом участке появилась столовая для рабочих. Она просуществовала недолго, и вскоре здесь обустроили зверинец. Но и тот не задержался. В 1932 году на этом участке решили построить что-то вроде современного торгового центра, которым и стал ЦУМ. После первого открытия в 1939 году ЦУМ проработал всего 2 года, вплоть до прихода в Киев немецких войск. Он не был заминирован, как многие другие здания на Крещатике, но пережил серьезный пожар, когда на него перекинулся огонь от соседних горящих домов. Магазин возобновил работу сразу после освобождения города в 1944 году. Здесь, на первом этаже, по карточкам можно было получить товары первой необходимости, а в ходе послевоенной отстройки Крещатика здание ЦУМа полностью восстановили. А вот здесь, рядом с ЦУМом, находится одно легендарное место, о котором на YouTube упоминают, наверное, в каждом втором ролике о Киеве. Киевская поречка. Здесь подают всего одно блюдо – сосиску в тесте. Заведение открыли в 1981 году, и с тех пор оно ни разу не меняло ни местоположение, ни название, ни ассортимент. А со временем вообще стало визитной карточкой Крещатика. По правой стороне улицы Крещатик на отрезке от ЦУМа до Бессарабской площади можно увидеть несколько старинных жилых домов XIX века. Эти дома пережили разрушение улицы во время войны и сохранились до наших дней практически в нетронутом виде. Именно так когда-то выглядели все жилые дома на Крещатике. Ну и финальная точка нашей прогулки – Бессарабская площадь и расположенный на ней крытый рынок. В середине XVI века на месте нынешней площади располагалось кладбище. Об этом сообщает один из документов 1593 года. В связи с началом застройки Крещатика в 1812 году кладбище закрыли и засыпали сверху слоем земли. Так появилась площадь, на которой в первой половине XIX века возник стихийный базар. На нем торговали крестьяне из Украины и Бессарабии. Отсюда и происходит название «Бессарабская площадь». В 1840-х годах площадь включили в состав Киева и начали застраивать. Именно тогда впервые возникла идея создать на месте палаты стихийных торгов здание крытого рынка. Однако на тот момент уже шла активная застройка Крещатика, и на рынок попросту не нашли денег. В те времена площадь выглядела крайне неприятно. На прилегающих к ней улицах неприглядные убогие здания. Позади нее остатки глубокого оврага, в который свозили мусор чуть ли не со всего города. Низинная местность в центре Киева часто превращалась в гнилостное искусственное болото, которое портило воду в колодцах окружающих усадеб. Сама торговая площадь была захламлена грязными магазинами и палатками. Посреди нее находился фонтан-моряк, который был установлен здесь в 1844 году. Он годами не работал, и в выключенный фонтан торговцы нередко сбрасывали мусор. Но по вечерам здесь собирались воры и прочие темные личности, так что в темное время суток появляться на Бессарабской площади было опасно. По мере активной застройки Крещатика и появления этих дорогих магазинов, вид захламленной площади все больше беспокоил городские власти. Именно поэтому в 1880-х ее вымостили брусчаткой, а в 1910-м здесь началось возведение главного объекта Бессарабской площади – первого в Киеве крытого рынка.
Бессарабский рынок был построен на средства киевского мультимиллионера, ведущего сахаропроизводителя и большого благотворителя Лазаря Израилевича Бродского. Именно он после смерти завещал городу на определенных условиях 500 тысяч рублей на строительство крытого рынка на Бессарабской площади. К слову, Лазарь Бродский при жизни немало сделал для Киева. Он был инициатором и одним из спонсоров строительства Киевского политехнического института, хоральной синагоги, больницы, школы. Торжественное открытие Бессарабского рынка состоялось 3 июля 1912 года, и с первых же дней работы здание очень хорошо себя окупало. Сегодня это однозначно самый дорогой рынок не только в Киеве, но и во всей Украине. Его здание практически не пострадало во время войны и дошло до наших дней почти в первозданном виде. На этом наша прогулка по Крещатику подошла к концу. Мы надеемся, что этот ролик получился интересным, и вы узнали для себя что-то новое в истории главной улицы Киева. Делитесь своими впечатлениями о Крещатике в комментариях. Спасибо за просмотр и до скорых встреч!